Салют, друзья! С вами снова Гранд Инквизитор. Это 28-я часть нашего римского путешествия. Бейте чайковский, кофе, вкусняшки, присаживайтесь поудобнее. И я желаю всем приятного просмотра. Я сейчас нахожусь в нашем лагере легиона. Поделал кое-каких насущных дел. Собственно, восстановил потраченные пилумы, повязки. Забрал изготовленные уже факела. Hey there, lover boy. И хотел спросить у Юлии, ты доверяешь Клеопатре? Of course not. And you'd be a fool if your intention is to place your trust in her. That woman is a predator. Without a doubt, she's using you. Do not fall for her tricks. И что мне делать? Try to get as much use out of her as she does of you. Ну, в принципе. У меня сейчас чайковский с лимоном. Это так, к слову. А еще больше, к слову, я хотел сказать, что доспех я Люциусу поставил. Доспех, собственно, очень хорош. 43, 48, 37. Просто давайте покажу по сравнению. 23, 28, 27. Ну, как бы... Здесь, конечно, 10 передвижений за счет того, что легкий доспех. Этот тяжелый, ну, как бы 7 перемещений все равно лучше, чем у Цеза 5, поэтому не вижу ничего такого сверх. У нас есть один... я уже пополнил. Был один разряженный факел. Собственно, 3 повязки. По 3 использования на каждую у нас есть, на всякий случай. Распределить предметы решил таким образом. Люциус, пилум с повязкой. Цеза наш бравый пожарный, пока что с кувшином с водой, это 100%, это не обсуждается. И пасом. Не такая, собственно, хорошая вещь, которую я бы хотел использовать, наверное. Но пока пусть будет. Синера 100% с повязкой. Ну и мульсум просто потому, что он как бы был, ну и пусть будет. Этот доспех отдать некому, потому что у всех есть свои уникальные доспехи. У Бестии факел и кувшин с водой. У Юлии такой же самый набор, собственно. У Дейониры то же самое. Еще у нее нет амулета. Да, талисмана. Но зато я ей отдал меч Цезаря, который мы, собственно, создали. У него целых 5 навыков. Это, конечно, очень жестко. Но, тем не менее, я убрал вот эту фигню. Толчок щитом. Бесполезная гадость. И на его место пришел у нас атака мечом. Здесь очень интересные, кстати, навыки. Это, в принципе, атака мечом работает как атака копьем у Люциуса. Бегите по прямой, плюс 10% урона за каждый пройденный гекс. При перемещении на 3 гекса или более накладывает сломанный щит. То есть ей не нужен пилум использовать, как вот у Люциуса, который накладывает раскол щита. У нее есть атака мечом. И это, кстати, очень интересно. Также удар с плеча стандартный, только раньше, по-моему, там было что-то примерно вот как у Цеза, где-то даже поменьше, наверное. Минимальный, то есть, имею в виду. А здесь аж 13. Собственно, еще добавляет анализ к врагам. И обороняющийся удар мне понравился. Наносит мало того, что урон, так он еще и отражение накладывает на себя. Это очень здорово. Также у этого меча есть еще стандартный разрез. 7-10, в принципе, очень мало. Еще и воздействует на цель слева. В общем, такое себе. Мне не нравился разрез никогда. И сокрушение 10 урона, как бы такое. И крит он не наносит. В общем, туда-сюда непонятно. На форпосте следующим образом распределил персонажей. Пусть просто что-то создают. Как бы не особо что-то нужно. По гарнизону нанимать особо некого. По улучшениям можно построить купальню, но купальню не хочу. Абсолютно ненужная вещь. Хочу на эмпой накопить. Нужно будет где-то еще одну ферму добыть. И там уже будем думать. Собственно, по-любому купальню придется строить, чтобы вот открыть палатку легата и продвинуться на 2-ю ступень уже. Так что... Но это не первичная, собственно, наша цель. На рынке покупать абсолютно уже нечего. Я там все скупил. Хотел Цеза спросить.
How can I help you? Теперь на нашей стороне богиня. Indeed we do. She's an impressive woman. Beautiful and with a natural authority. И что более важно, полезный союзник. Right, of course. It's my understanding that she is greatly beloved by the people. She'll be a powerful asset for our conquest. И без вас не стал делать. Хотел нашего секста спросить. Away, legate. Salvete, legionari. What did you break today? И я нашел этот странный египетский клинок с золотой инкрустацией. Ты знаешь, как его перековать? It's exquisite, isn't it? I don't think this is gold. Sorry, I have no idea what to do with this. I've heard there's a master smith in Memphis. Perhaps if you take it there and show it to him, he'll know what to do with it. Вот это интересно. И давайте по-быстрому заглянем, что здесь. На стратегемы смотреть не будем, там ничего интересного. Ничего сверххорошего, я так понимаю, мы не открыли, потому что, да, деяние шамана такое обычное, базовое. Форма египетского лучника обычная, базовая, но обычный. Все это фигня полнейшая. По оружию что у нас? Лук по-прежнему арка, вот это вот. Ну, в общем, ничего, пока мы тут сверхнового не открыли. Посох и составной лук, ну, они обычные. Но, тем не менее, наук до 4 навыков, это интересно. Интересно. Не хватает у нас инструментов для пилума. Я так понимаю, будет еще где-то уровень 2, скорее всего. Ну и, конечно же, нам нужна кузница, чтобы улучшать наши предметы. Предлагаю двигаться в Небесный двор. По сюжету. Больше пока некуда. Нам даже легион отправлять некуда. Что же, ночь, пустыня. Двинемся сначала к этой полоске. А там уже по этой южной дороге. Я думаю, что Небесный двор будет что-то сродни храму Аполлона. Такая типа нейтральная территория относительно. Да, ничего интересного. Здесь еще веху вижу. Это вот хорошая вещь. О, пастух овец. Пустыня безлюдна, но иногда вам попадаются другие путники. Сегодня вы повстречали группу кочевников, пасущих скот. Один из кочевников подходит к вашим разведчикам и выражает желание купить еды. Насколько вам понятно, он просит 10 дневных пайков, но заплатить кочевники могут лишь 60 динариев. Чуть больше половины рыночной цены. Похоже, вам еда нужна больше, чем нам. Я понимаю твои условия. Вы милостиво принимаете их предложение. Сделка заключена, и кочевники благодарят вас за доброту. Смысл с ними вступать в бой вообще не вижу. Зачем? Что это за город? Давайте его откроем. Вы не можете напасть на фракцию, которой не объявлена война. Пока что. Тогда зайдем сюда. Это обсерватория, да? Оу. Я, честно говоря, думал, что здесь заканчивается карта. А здесь карта только начинается. Ух.
Ух, ого-го. Офигеть. Ладно, забираем сокровища. И вот этот вот сундучок, и вот это вот место тоже посетим. А, это, скорее всего, охотничье угодье. А, нет, ферма. Угу. Берберская повязка, обычный шлем. Гадость. Как любопытно. Новая карта — это всегда любопытно. Что ж. О! Какие-то акведуки. Сокровища. Мне определенно нравится эта карта. Старейшины берберских племен Насамонов были призваны собраться в оазисе. Они называют это собрание Небесным двором. Давайте мы туда заглянем. Заблудившиеся легионеры. Неожиданно. Ваши разведчики обнаруживают на отдалении отряд тяжело вооруженных солдат. Солдаты похожи на римских, но не носят ваши цвета. Давайте осторожно подойдем. Вы приближаетесь к солдатам, не доставая оружия, но приготовившись к бою. Вскоре становится ясно, что они не намерены биться с вами. Их командир выходит вперед. Legio Victrix? Here? I thought the legions of Rome had been driven from these lands. В каком-то смысле ты прав. Проконсул мертв. Я привел сюда свой легион, чтобы отомстить за него. Dead? We suspected as much. The consul would never have abandoned us as long as he lived. I am Rubrius Gordio. I am a Centurio. My men and I served Lucullus in Legio Prima Italica. Почему вы находитесь в таком плачевном состоянии, Центурион? We were stationed in a small outpost in Egypt to protect the trade routes and to maintain the consul's relationship with the locals. One day, the supplies from Africa Proconsularis stopped coming. We held out for as long as we could before we set off back towards Utica. We got lost. Печальная судьба забытого легиона. Забытого не по вине своего командира. Если еще можете воевать, найдите лагерь моего легиона и присоединяйтесь к нам. Люди из Прима Италика, тем более Центурион. Это хорошие бойцы. We can fight, Legate. If war has come again, we will serve Rome as always. Find me in your legion's barracks upon your return to camp. Хорошо, найдем, поговорим. Кучу бесполезной фигни сразу ломаю, чтобы не мешалось. Какая интересная локация. Welcome to the Court of Heaven, the most important annual meeting of the elders and the reason for our presence. It is an honor to have you among us. А для меня честь быть здесь. Но прежде всего мне хотелось бы знать, во что я ввязываюсь. Of course. What do you want to know? Что это за место? The Court of Heaven is the name of both the place and the event. Each year, the elders of the tribes gather here to solve their differences and make crucial decisions. It is also an opportunity for people to present their problems to the elders. It is this court's duty to dispense justice, providing the issue is important enough. Last but not least, the Court of Heaven attracts merchants from all over Nazamones and beyond. Where there are people, there will always be commerce. Кто все эти люди? Merchants and mercenaries, the rich and the poor. Everyone has a reason to be here. Just like you. Some people make things happen, others watch things as they happen. It is up to you to decide what you will be. A maker
or a watcher. От меня что-то требуется. I suggest you walk around and breathe in the air. Meet some people. В общем, and ходим, talk to them. осматриваемся. Trade if you want. Since you are here as my guest, you are free to go anywhere. Чего мне стоит ожидать на собрании? We might encounter some hostility. Make no mistake, the minor tribes will do whatever I tell them to do. It's the elders of the major tribes I am worried about. Not everyone likes the Romans. Some elders may see your presence as a direct attack on our autonomy. Это может стать проблемой. Будут какие-то рекомендации? Do not speak unless spoken to. Try to be respectful and diplomatic. In a way, this is our Senate. All will be fine if we don't offend anyone. Мне следует о ком-нибудь знать. Isil and Mador are the most respected elders among us. Convincing them both would be a significant diplomatic victory. Udad may get in our way, but you never know with him. And then there's young Womaksan, who's always hot-blooded. С Вармаксаном будут проблемы. A young man trying to impress his elders? Always a dangerous thing. He is renowned for his prowess in combat, but his diplomatic ability leaves much to be desired. A man after my own heart. Ну, вот ты сам с ним будешь разговаривать. Почему Удат вызывает у тебя сомнения? As far as his influence goes, Udad is on par with Medor. Except he is more of a traditionalist. He prays to his ancestors 2 times a day, dawn and dusk, hoping they would answer his questions. Предкам? We believe our dead ancestors watch over us. That's why we pray to them. Мы найдем способ убедить его. I believe we shall. Мне тоже так кажется. Ну, давайте посмотрим. Собственно, походим. Что здесь? Да и как. Интересно ведь. Ну, вот сразу видим человека. Подходим. Buy a sweet wine for one you love. Salutations and good day to you, travelers. You look like people of refined taste. Am I wrong? Все верно. Вопрос в том, способен ли ты их удовлетворить. Naturally. You have come to the right place. Our wines rival those of Carthage, and some, in fact, surpass them. Feel free to browse, and tell me if you find something interesting. Неужто твои вина лучше тех, которыми торгуют в Риме? Well, I would not say better, but they're certainly different. It is not only a matter of different grapes, but also of the environment and the weather. Such things are a matter of taste, but I believe one must taste many things in life. One must explore oneself. Don't you agree? Разве можно по-настоящему узнать себя? Ты прав? The answer is no one. But we can try. There are, after all, so many different wines to drink in life. Ты продаешь только вино? Или то, что нужно для его изготовления? I don't have a lot of interesting grapes for you. This year's vintage was rather fragile. Fortunately, that usually means we have some of the best vinegar. And could I perhaps direct your attention to our excellent local honey, in case you want to produce some of your Roman balsam? Вино умеет поднимать настроение. It always does. Am I wrong to assume you need more than just one flask? Пока не нужно. Did you forget your coin pad? Our honey is unique. The hive is built inside a tree that is hollowed out. You have never tasted anything like it. 300 динариев за мед покупаем. I knew you'd be... You have a sharp eye for 500 за quality уксус products. покупаем. Very well. Вино пока не нужно. Минус 800, но... О, еще человек. I have trinkets and salvage from all... I take iron, I sell iron.
I sell you things others want to get rid of. If you want unwanted things, you're at the right tent. Только железо. Тут не все выглядит сделанным из железа. What are you? A scholar of metal? I know metal better than anyone else. If I say it's iron, then it is iron. End of discussion. Look at what I have to offer and tell me what attracts your curiosity. Не самый благородный труд. Dignity is what you make of it. From the earliest time I can remember, I was fascinated by metal. As a grown man, I am still obsessed with it. I gather metal and sell it to those who value it. I am as undignified as my customers, and I am proud of it. Теперь я пригляделся и вижу, что все действительно сделано из металла. Did you think I was trying to deceive you? What I sell here is true metal and true metal only. У тебя здесь немало вещиц. Как думаешь, что-нибудь для меня найдется? Have you seen these weighted blades? They are of high quality. And maybe Да, you need пригодились some бы. tools intended for javelins. Great craftsmanship there. But since you're Roman, you might be interested in this old helmet. It's a bit dented, but I'm sure a fair price. You may want to Лезвия пока не reconsider. надо. Look at them and А вот инструменты для метательных копий. Давай все 10 за 1000, пофигу. a good decision. You have purchased all I have. Perhaps I could interest you in something else. You have purchased all I have. Ну да, у него нет. Давай Perhaps шлем. I could interest a desperate treasure hunter sold it to me near Utica. It's ugly and battered indeed. I took it off his hands out of pity. Domine, look at these inscriptions. P.C.S. Huh? Publius Cornelius Scipio. Что вы делаете, а? By the limping leg of Hephaestus, this is the helmet of the famous general Scipio Africanus. An item of... It's a fancy hat, Cineros. Let's not raise our voices too much. Полководца, который победил Ганнибала. Как шлем мог очутиться здесь? That is impossible to say, but there is no doubt in my mind. The design of this helmet is from the right time period. Perhaps he gave it away in an exchange of gifts after the Battle of Zama. Scipio Africanus was without a doubt among the greatest strategists of all time. This helmet is a priceless artifact. Может, мне удастся переплавить железо. Я избавлю тебя от этого хлама за 50 динариев. That sounds like a fair price to me. I hope you will find some use for this old thing. Do you want anything else from my stall? Нет, спасибо, до свидания. 1000 буду я еще платить, ага. Шлем Сципиона Африканского. Все сопротивления, шанс крита, здоровье. Если вы заканчиваете ход, ни на кого не напав, в следующем ходу можете атаковать дважды. Куплен у берберского торговца по Небесном дворе, который утверждал, что купил его у охотника за сокровищами Утики. Надпись внутри шлема не оставляет сомнений в том, что он когда-то принадлежал знаменитому римскому полководцу Сципиону Африканскому. Ух, настоящий римский шлем. В этом, конечно, здоровье, сопротивление рубящему и колющему. У этого сопротивления нету. Это вот печально. Ну, типа, дробящий вообще не меняется, получается. С этим даже больше.
На 4 падает рубящий и колющий на троечку, да? Да и пофигу. Здоровье 29, доспех 4. Минус 1 доспех получается. Но здоровье на единичку больше. Знаете, пусть будет у Люциуса хороший шлем. Хороший шлем с интересным навыком. Этот наш пока ломать не хочу, пусть лежит. Ну, вот это интересно. Интересно. Собственно, шлем и доспех вообще не смотрятся, не сочетаются со щитом и копьем. Ну ладно. В принципе, за полтос такой шлем. Это хорошо. Что еще есть интересного? This is by far the largest council gathering I have ever attended. Здесь какой-то торговец. Там еще человек. О, много людей. Там еще сундучок. The famous Roman everyone's been talking about. Welcome to the only store you will ever want to visit at the court of heaven. My store, though humble by your standards, is at your service. Мне кажется, нас тут разденут. Скоро мы отдадим все бабки, что у нас есть. Я и не знал, что знаменит. Word of your deeds travels fast, especially amongst merchants. We all know of the Roman commander and the riches you possess. Tell me, what do you desire? Вопрос весьма пространный. I mean within the boundaries of what I can provide you with at this stall, of course. I can't grant you immortality yet. And I know what you're thinking, but trust me, you don't want to go there. My husband is a jealous man. Сама держишь лавку посреди такой кутерьмы. Не боишься, что тебя обманут или ограбят? On the contrary, it helps my business. Everyone underestimates me and pays the price. Literally, in most cases. I'm not afraid of anyone. They are afraid of me. Ты связана с каким-то племенем? Of course. There is no way not to be. I do not hail from any tribe you would ever have heard of, however. My tribe is quite small, but we have good relations to both Lunia's tribe and Udad's. Что ты продаешь? Ну да, это, скорее всего, обычный торговец. Как-то у нас слишком много лекарств, не находите? Давайте лекарства на динарии поменяем. Ну, великолепно. А пайки мне не нужны. Will that be... Да, нет, все, спасибо. Движемся дальше, к другому. There is no way we can compensate for that. Ask him if he would accept 20 jugs of Carthaginian wine instead. Settle for no more than 30. А можно мне 20 кувшинов карфагенского вина? Romans, the spirits must have led you here to my little corner. How fortuitous. I need a little bit of your time and your guidance. Would you be willing to extend your helping hand? Тебе нужен мой совет? Но я здесь чужак. That is precisely why I need you. The guidance I seek is for lands beyond this one. You are a warrior, are you not? If death is what you deal, it must stand to reason that you'd know death and the lands of the dead. My name is Axil. I am what you might call a philosopher in your language.
though to my own people, I am a shaman. My life's work is to study and explore the many lands beyond death, and how they vary from culture to culture. Но кому интересно читать о том, что других людей ждет после смерти? Наверняка каждому хочется знать, что ждет его самого. Well, that is one of the questions I am trying to explore. Is it truly based on what we believe, or where we are born, or to whom? I myself am inherently fascinated by the idea of these different afterlives. But when I finish this book, I hope it will serve as a kind of travel guide. Полагаю, никто из нас точно не знает, куда может привести нас смерть. You understand me then. On the matter of transitioning from one life to the next, there can never truly be certainty. Besides, as scholars, we must seek the truth for no other reason than to enlighten ourselves. Я не совсем понимаю, в чем именно тебе нужна моя помощь. I have collected much knowledge of our own afterlife, but I have never had the opportunity to learn what awaits Romans after death. Хочешь спросить о чем-то, что свойственно лишь римлянам? Precisely. I have interviewed several scholars on the subject of the afterlife, but those were all of Africa. It is my theory that one's afterlife depends on the gods one believes in. I simply want to know about what kind of afterlife Roman gods provide. Могу рассказать тебе несколько историй. I'll need more than that. I'll need detailed descriptions. А допустим, я соглашусь помочь тебе. Как ты поймешь, что я говорю правду? You have the look of a trustworthy individual. And I know Romans are proud of their virtues. Is it not so? Абсолютно прав. I may later enlist the help of another Roman who would prove you wrong and reveal that you have deceived me. In that case, I would at least know what part of the afterlife Romans like to lie about. Хорошо. Скажи, что мне нужно делать. First, walk me through the typical journey of the deceased according to your culture. Imagine you are dead. What happens then? Душа отделяется от тела и спускается в Дит, наш потусторонний мир. On its own? Interesting. We have to find our own way to the Duat. But they say the path is different for each person. Нужно заплатить Харону, чтобы он на пароме перевез душу через Ахерон. A river? Now that sounds pleasant. But do you carry your own money to the underworld? Не совсем. Для этого принято хранить мертвецов, положив им в рот монету. Of course. We also believe it is best to bury the dead with their belongings. That way they can live a good life in Siket Aru. Если сможешь пройти мимо Цербера, твою судьбу определят загробные судьи. Assessors. We have 42 of them. It is best to know their names and the sins they have not committed. Once you pass their judgment, Anubis weighs your heart against a feather of Mart. A pure heart isn't heavy. Праведные в итоге оказываются на Елисейских полях, а ничтожные и злые страдают в Тартее. This Elysium sounds like Siket Aru. Osiris permits only the pure spirits to the field of reeds. Что происходит с нечистыми душами? Amit devours their hearts. Не могу сказать точно, не побывав в Дите сам. You are right, of course. But I have an idea. Look, this weed is called cat's eye. Наркомания. They say it will bring you to Приходы. the land of the dead temporarily. It would be great if you'd try it and tell me what you saw there. А почему бы тебе самому не попробовать? Naturally, I was the first to try it myself. But I'm certain you will visit a different underworld than I.
Что, если я не сумею вернуться? You should not worry. I have tried it myself multiple times, and as you see, I always came back. Ты просишь меня рискнуть жизнью. Будет справедливо, если я что-то получу взамен. К тому же, если я вдруг застряну в посмертии, было бы дурно остаться без денег и без возможности заплатить Харону. You are right. О, 600. I happen to have some Roman denarii on me. Please, take these with you. Что-то как-то пошло. Любопытно. Ёлки-палки. В Небесном дворе вы повстречали шамана, который мечтает собрать сборник историй из посмертия. Он попросил вас отправиться в загробный мир и поведать о перенесенном опыте после возвращения. Перед вами гигантская кошка, вам нужно поговорить с гигантской кошкой. Знаете что, говорить с кошкой мы будем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Жмякните лайк, комментарий, напишите. Всех обнял, до новых встреч.